Добрый день, дорогие зрители канала Крымского центра оздоровления Неумывакина. Мы опять сегодня находимся в любимой беседке Ивана Павловича Неумывакина, которая располагается на территории оздоровительного центра. Друзья, сегодняшнее видео хотелось бы посвятить, я думаю, даже повторно посвятить очень важной составляющей методики Ивана Павловича Неумывакина, которая непосредственно применяется в нашем оздоровительном центре. Я, друзья, хочу сегодня поговорить о перекиси водорода, потому что ходит очень много мнений, слухов о том, что перекись это очень сильный окислитель, что перекись это вещество, которое применяется только для наружного применения. И ни в коем случае, как гласит, подмечаю, официальная медицина, перекись не стоит принимать вовнутрь организма. Но Иван Павлович перевернул все эти суждения и мнения и доказал и вывел свою формулу здоровья в результате применения перекиси водорода. Итак, друзья, для чего Иван Павлович пропагандировал прием перекиси? Во-первых, стоит разобраться, каким путем он рекомендовал ее применять. Во-первых, самый скандальный – это способ внутривенного введения. Но я как последователь Ивана Павловича и человек, который уже на протяжении 2 лет применяет перекись внутривенно, могу вам с полной ответственностью заявить, что никогда ни одного человека, а их, поверьте, было больше 2000 человек, не было никаких побочных явлений, не было каких-то осложнений, аллергических реакций. Люди получали только плюсы к своему здоровью при применении перекиси. Второй способ это, конечно, ректальный. Такой способ можно использовать и в домашних условиях. Единственное, хотелось бы, чтобы вы выполняли эту процедуру в домашних условиях правильно. В конце видео я обязательно расскажу, как это делать. И последний способ применения перекиси перорально. То есть путем разбавления, титрования ее в воде и применения через, скажем, с помощью питья. Итак, друзья, для чего же нужна перекись? Перекись, самая основная ее функция – это выработка атомарного кислорода. Потому что, попадая в организм человека, перекись превращается в атомарный кислород и разносится ко всем клеткам органов и тканей. Что, друзья, подмечу, очень и крайне важно. Почему? Потому что весь наш организм, каждая клетка наших органов и систем, они работают не на том кислороде, не используют не тот кислород, который попадает к нам из атмосферного воздуха, который мы вдыхаем. А организм еще затрачивает массу энергии для того, чтобы этот кислород, который находится в атмосферном воздухе, переработать и сделать из него атомарный. И только тогда этот кислород попадает в клетку и участвует во всех процессах жизнедеятельности. Друзья, как правило, большая часть заболеваний, которые возникают у людей, связаны с гипоксией и в первую очередь с нехваткой атомарного кислорода, которого все меньше и меньше попадает в наш организм, потому что у организма катастрофически не хватает энергии на вот эту, скажем так, самую главную реакцию. А всему виной это наш неправильный образ жизни, неправильное питание. И поэтому Иван Павлович в свое время предложил, а давайте использовать перекись водорода и применять ее вовнутрь. И после этого начались, скажем так, чудеса. И люди начали потихонечку выздоравливать. И у людей появились, скажем так, люди начали избавляться от многих и многих симптомов, которые беспокоили их годами. Если взять, к примеру, книгу Ивана Павловича, это самая популярная книга, которая называется «Перекись водорода», в конце данной книжки вы найдете массу положительных отзывов от различных пациентов Ивана Павловича, которые описывают различные исцеления, избавления, скажем так, от многих и многих состояний. Поэтому, друзья, я в конце видео еще приведу несколько, скажем так, рецептов, которые помогут вам быть здоровыми. Но хотелось бы подметить, это очень важно, что перекись водорода в отдельности, скажем так, как отдельная
Отдельный элемент оздоровления, он практически не работает. Запомните, друзья, методика Ивана Павловича – это комплекс мероприятий, комплекс различных, скажем так, составляющих, которые составляют, скажем так, всю оздоровительную методику. И чем больше вы с этой методики выполняете, вводите в свою жизнь, тем результативней будет итог. Друзья, хотелось бы еще подметить и обратить ваше внимание, что перекись водорода непосредственно выделяется в нашем организме. Но выделяется, к сожалению, с каждым годом нашей жизни все меньше и меньше. Благодаря тому, что мы ведем по большей части неправильный образ жизни или сталкиваемся с различными факторами, которые, скажем так, влияют на наше здоровье. Можно привести пример, в том числе и экология. Поэтому перекись в небольших количествах, а вначале ее выделяется достаточное количество для того, чтобы организм не ощущал, скажем так, вот это атомарной гипоксии, а выделяется клетками гранулоцитами. Поэтому, друзья, Иван Павлович, опираясь на этот факт, что перекись выделяется в нашем организме, поэтому он и предложил и доказал использовать ее непосредственно, использовать непосредственно принимая ее вовнутрь нашего организма. Друзья, давайте перейдем к некоторым рецептам. Как я и обещал, самый распространенный, скажем так, безопасный метод оздоровления с помощью перекиси в домашних условиях – это введение перекиси ректально. Для того, чтобы делать это правильно, нужно знать дозировки. Поэтому, друзья, для того, чтобы выполнить правильную клизму, она у вас будет микроклизма, хотелось бы подметить, это не, скажем, процедура не очищающая, это процедура с целью дать, чтобы каждая капля перекиси водорода всосалась в прямой кишке и попала в наш организм. Поэтому для приготовления раствора вам понадобится 100 мл физиологического раствора 0,9%. Туда вы вводите 2-3 кубика перекиси водорода. Хотелось бы подметить, что использовать можно обычную перекись, которая продается в наших аптеках, которая, подмечаю, содержит бензонат натрия. То есть такую перекись ректально можно использовать. Для внутривенного введения категорически нет. Друзья, поэтому берете 3 мл, 2-3 мл обычной перекиси, вводите ее в физиологический раствор, растворяете до полного, скажем так, растворения, титруете и подогреваете до температуры тела на водяной бане. Дальше все классические приемы, скажем так, медицинские. Нужна стоечка, нужна одноразовая система для внутривенной инфузии, на конце которой находится игла. Иголочку вы извлекаете, а на ее место ставите наконечник ректальный. Подмечу, взрослый, если это используется для взрослого человека. Ложитесь на левый бочок, потихонечку открывайте. Чем дольше эта клизма выполняется, капельное введение, хочу подметить, тем эффективней будет оздоровление. Потому что каждая капля, как еще раз повторяюсь, должна всосаться и попасть в кровь. Поэтому эта процедура выполняется в течение 20-30 минут. После этого вы извлекаете наконечник и идете заниматься своими делами. Друзья, этот способ проверенный, этот способ действенный. Даже я проверял его неоднократно, использую, скажем так, в своей повседневной жизни. Поэтому, друзья, курс рассчитан на 10-12 дней. Перерывы нужно делать пару-тройку месяцев между этими процедурами. Таким образом, концентрация, скажем так, атомарного